Всем привет, канал Польза.нет, новиночка для Китая C55 от Samsung с IP67, идем пока топить. И чтобы я не рассказывал об этом смартфоне из разряда тормозов, перегревов или еще чего-то, давайте откровенно, за двадцатник смартфон с нормальной защитой от влаги, хотя, опять же, мы это дело проходили в Realme. Оповских смартов, который IP69 у меня тонул в Vivo X100S и не должен тонуть. И здесь тоже не факт, что все будет волшебно, но опять же будем видеть, как это дело пройдет. И в целом мне смарт прям импонирует. С одной стороны. С другой стороны, я не понимаю, как с таким процессором и такими баллами в Antutu, зайдите на стрим, посмотрите, он умудряется подтормаживать. Даже сейчас видны лаги. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Samsung Galaxy C55. Насколько он хорош, стоит ли его приобретать, заявленным характеристикам он соответствует или нет. И кратко, здесь Qualcomm-овский процессор у нас, помимо этого он выбивает 500 с лишним тысяч баллов в Antutu, у него есть защита от влаги. Согласно заявлению производителя IP67, прямой экран 120 Гц. Если говорить про зарядку, он поддерживает зарядку до 45 Вт. И магия в том, что очень необычно, но у Самсунгов здесь еще и зарядник в комплекте идет. Помимо этого, он может снимать 4К 30 FPS на основной модуле на фронтальную камеру. Помимо этого, может переключаться в этих режимах. Если говорить про девайс, в целом он мне понравился. Здесь стерео, никаких вам каплевидных вырезов и все бенды, русский язык и, разумеется, Google сервисы. Достаточно Play Market установить, и все, у вас полноценный смартфон. Но здесь очень много но. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартно для этой ценовой категории коробке из плотного картона. На ней есть изображение смартфона, краткие характеристики и, разумеется, название. Упаковано все просто и компактно. В комплекте мы имеем сам смартфон без защитной пленки, за что минус. Фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C, скромный блок питания с китайской вилкой и документацию. Сразу отмечу, что смартфон поддерживает зарядку до 45 Вт. Также дополнительно мне прислали обыкновенный силиконовый чехол. Это подарок от продавца. Слот на 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта гибридный, и это хорошо. Габариты устройства 163 на 76 на 8 мм. Вес устройства 190 граммов. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный, это я разыгрываю смартфон Poco X6 Pro ежемесячно. Условия простые. Подписывайтесь на канал с колоколом, оставляйте любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов. В этом комментарии либо в описании своего канала указывайте свое имя в телеге и подписывайтесь на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Кстати, в телеграм-канале скидок сейчас идет распродажа, очень много интересных веселых вещей. Там Poco X6 по 18, X6 Pro по 20, Realme 12 Pro Plus по 28 и по 28, кстати, интереснее Nord 3. В общем, подписывайтесь, смотрите. Переходим, в принципе, к смартфону. Приобрести данную модель можно в черной и оранжевой расцветке. Рамки у смартфона пластиковые, тыльная часть выполнена из искусственной кожи. Я вам скажу, что выглядит это намного хуже, чем есть на самом деле. В руке лежит поприятней. И ощущаются материалы не супер дешевыми. Грани закругленные, дизайн смартфона неплохой, но однозначно на любителя. Собран на модели хорошо, ко всему есть защита по стандарту IP67. В начале ролика вы наблюдали, как C55 справляется с утоплением и одновременной видеосъемкой. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Качество звука не очень, но он громкий. Ко всему на борту есть предустановки звучания, а вот кастомного эквалайзера я не нашел. Вибромотор тактильно неприятный, дешевый и однозначно не лучший в этой ценовой категории, но силу вибро можно изменять. ИК-порта и мини-джека не завезли, что уже привычно. Летим дальше. Смартфон оснащен Super AMOLED Plus дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 393 ppi, частота обновления экрана до 120 Гц, экран плоский, без закруглений, вырез под фронтальную камеру круглый, а не каплевидный, что неудивительно за эту стоимость, хотя и довольно большой. А вот подбородок, как и верхняя рамка, довольно крупный. По яркости экран выдает 700 люксов, это более чем достаточно. Функция автоматической регулировки яркости отрабатывает корректно. Мультитач на борту, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Сенсорный отклик не особо хороший в обычном использовании, есть ощущение, что смарт подтормаживает, притом в некоторых играх он работает
супер. В других же работает очень плохо. И чтобы вы понимали, к этому я еще вернусь. В PUBG New State при игре 20 минут экран разогрелся до 43 градусов. Ну и, разумеется, тач отваливался потихоньку. Always on Display в наличии. Шим выше 10% не поднимается, что очень сильно удивительно. Здесь, конечно, смотря каким прибором измерять, но все равно круто. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, но завести можно 3 раза один и тот же палец, за что отдельный минус. Распознавание лица срабатывает хорошо, но зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. И, разумеется, все это дело происходит довольно небыстро. Летим дальше. Процессор установлен здесь Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой 2,4 ГГц. Графический процессор Adreno 644, оперативная память на 8 или 12 гигабайт, внутренняя память на 256 гигабайт. Интерфейс One UI на базе Android 14 серии, имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, 5G сетей, 4G сетей со всеми бендами, и это хорошо. Но почему-то 5G он у меня там, где должно быть 5G, не ловит. Датчик приближения отрабатывал у меня корректно. Bluetooth старой версии 5.2 и аудиокодеков на борту сгулькин нос мало. NFC поддерживается, GPS-тест показывает точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm. Но он однодиапазонный. Переходим к аккумулятору. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал довольно приличные цифры. 8 часов 40 минут. Хотя я ожидал побольше. Почему? Потому что яркость не супер космос. Но яркость он в тесте не сбрасывал. Сколько он показывал в тротлинг-тесте и насколько все было стабильно, вы видите на экране, что было в Geekbench, 3D-марке и Antutu. В целом, если брать синтетику, то Smart ведет себя неплохо. Хотя вскрывается то, что у него малая стабильность работы и перегревок в антутовском стресс-тесте. Storage-тест показал 50 тысяч, и это значит, что память не особо и быстрая. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony IMX906 с оптической стабилизацией на 50 мегапикселей, апертура 1.8 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Также есть сверхширик на 8 мегапикселей, затычка с апертурой 2.2 и углом обзора в приличные 123 градуса. Макросенсор, еще одна затычка на 2 мегапикселя. Понятно, что ультраширик называю затычкой, это не совсем правильно, но согласитесь, качество не фонтан. Сейчас примеры увидите. Фронтальный сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2.4 и максимальным разрешением для съемки видео также 4К 30 FPS. И 1080p 60 FPS есть для фронтального сенсора и для обычного тоже. Короткие примеры вы сейчас увидите. Два смарта в 4К 30 FPS. Понятно, что Pixel 8a может снимать и в 4К 60 FPS. Но нам интересно 30 сравнить, а потом сравним 60. Чтобы вы поняли, что по большому счету стабилизация в 30 FPS может быть разной. И 30 FPS могут быть разные. Разумеется, Samsung уже был обновлен. Насколько хорошо или плохо смартфон снимает, повторяюсь, как всегда, решать вам. Мое дело просто заснять сравнение. Ваше дело решить, что для вас будет более потребно. Но напоминаю, что цешка идет, как я уже говорил в ролике, сразу с аккумом, и цвета правильно передает Samsung. Намного правильнее. Не понимаю, откуда красный у облаков. У OnePlus. Ой, какого OnePlus? У Pixel. Но он почему-то появился. Появился розовито. Я не понимаю, откуда эти цвета у Pixel. Ну ладно. Теперь Pixel 4К 60 FPS. А Samsung 4К 30 FPS еще и пропускает кадры. Не хватает ему процессора, мне кажется. Не хватает. И если плавно снимать, все равно сам по мне тормозит. Опять же, вы можете видеть какую-то другую картину. Вполне возможно, вы видите другую картину. Но я вижу вот такую, к сожалению, историю. И 4К 60 FPS и 4К 30 FPS по зуму. X5 максимум у 4К 30 FPS. 60 FPS у Pixel и вот X5 у Samsung. Ну а Samsung может делать X10, хотя и там он не очень хорошо себя проявляет. Так, 4К 30 FPS у Samsung и Pixel 8a 4К 60 FPS. И вот так вы сможете снимать медленно
Не сумерки еще, но уже включены, видите, фонари освещения. Рассеянный свет, ничего в линзы не бьет, ничего им не мешает. И единственное, я хочу отметить, что все познается в сравнении. Вот они, два X5, X4, X5. И по идее, девушки, красивые пейзажи и все остальное, оно должно продавать в ролике. Но только если нет сравнения. А когда сравнение есть, оно как бы продается все нехорошо, мне кажется, да? Хотя вот смотрите, допустим, объект какой-нибудь снимать. Ну, нет, разница заметна, значительно. Но вот стоит ли она разницы в стоимости, это вопрос. Да, большой вопрос. Но мне кажется, ответ, к сожалению, очевиден. Смартов 4К и вот такая вот разница у фронталок. И если сам записывает так же, как я сейчас вижу, ну, с одной стороны, пиксель конкретно рисует картинку, то есть он добавляет, видите, контраста, прям, может быть, в каком-то смысле делает киношную, но по динамическому диапазону, потому как он убирает кадры, ну, пиксель ушатывает. Хотя, опять же, я не знаю, как сам запишет. Может, сам запишет волшебно, и потом в исходниках я буду видеть цвет, блеск, красоту. К слову, пиксель включил усиление голоса, потому что это 4К 30 FPS, он в них может включать. Но сам сможет переключаться на фронталку с основной. А сейчас он на фронталке. 30 FPS против 4К 60 FPS у великого ужасного пикселя 8А. Как многие вообще 6А почему-то советуют. Но мне кажется, это серовоза. И вот так Samsung может снимать. Шумов, конечно, космос. Но со светом вы сами видите, что лучше работает. X, X5 и X10. Допустим, X5 и X5. Теперь 4К 30 FPS у пикселя. И сразу видна разница, да? Как говорится, ночью для сравнения лучше не снимать. Цвет у Samsung не соответствует, но работа со светом лучше, к слову, все равно в каком-то смысле у Samsung. Но с другой стороны, а смысл вам вот в этой темноте, когда мы каждый раз говорим про шумы, шумы можно красить. А вот это вот черное все ты не покрасишь никак, к сожалению. Так, Samsung бесполезный бесконечно ультраширик, особенно ночью, но и пиксель с его работой со светом тоже не самое волшебное, что может быть. То есть и то, и другое не потребно, но, как говорится, снимает. Сначала максимально злое сравнение в 4К 30 FPS, дождь идет, все камеры протерты 554 раза, и я вам скажу, что все плохо, все очень плохо в плане съемки у Samsung. Вы видите, вот в ночных как раз историях она и включается супер разница, и особо сильно долго сравнивать не хочется, правда? Но предлагаю полностью насладиться и вспомнить, что пиксель может делать еще вот так, с ультрашириком. В пикселе 4К 60 FPS, а у Samsung 4К 30 FPS. И вот так будет, такой кроп, да, вроде бы у пикселя. Вот так вы сможете снимать ночью в этих двух разрешениях. Очень даже неплохо, но идеальную съемку назвать довольно сложно. Все, дождь слишком сильный пошел. 60 FPS против 4К 30 FPS. Во время дождя все, заканчиваю это дело. Если что-то произойдет и он перестанет работать, я вам сообщу. Смотрите, вот у нас Samsung, который в принципе неплохо снимает, но если мы сравним с фронталкой у пикселя, цвет пикселя лучше передает, это факт. Работа с волосами лучше у пикселя, хотя и не намного. И в целом вот эти вот две картинки, они картинки, потому что фотографии не просто назвать. Вот, допустим, пиксель не угадал с цветом рубашки, а Samsung, хотя и угадал, он сделал ее в шумах.
прямо люто, что непонятно, что лучше. В целом и та, и другая фронталка отработала в принципе неплохо. Но если брать вид позади, мне больше нравится пиксель. Здесь уже вкусовщина. Скачиваем исходники и смотрим, как я люблю говорить, когда не знаю, что сказать, кто лучше. Если говорить про коня, наконец-то здесь включили освещение. И когда я делал фотографии, мне казалось, что здесь пиксель просто ушатал в нули Samsung. Но нет, смотрите, вот постобработка дала какие-то дополнительные преимущество Samsung, хотя он все равно проигрывает и по детализации, и по работе со светом, но конкурентно способен. То есть сказать, что Pixel в одну калитку выигрывает Samsung, я не скажу. У всех свои недостатки, хотя по детализации, разумеется, Pixel лучше. Если говорить про фото зелени и пейзажей, все хорошо у Samsung, все мне нравится, но вот эта вот зелень, во-первых, это натюрморт, но это полбеды. Это натюрморт с нереальными цветами. Вот здесь цвета нереальны. То есть вот так он фотографирует. Он фотографирует хорошо, но в другой ценовой категории смартфона это стоит уже 31 тысячу на Алихе. То есть на 33% дороже, он и снимает на 30% лучше как минимум. Фронталка вроде бы ничего отработала, но стаб отработал на нуле просто. То же самое основа. Вроде бы ничего сфотографировал, но стаб не отработал. Вот здесь стабилизация отработала и все по фэншую. Даже я вам скажу, что цвет довольно близок. Здесь то же самое. У нас где-то фокусировка, но фокуса по мне мало. Это фото в лифте, притом довольно неплохо, согласитесь, и с цветами, и со всем остальным. То есть даже тыльная крышка смартфона выглядит соответствующе. Ночное фото довольно неплохо, хотя из теней ничего он не вытянул. И вот так по любым фотографиям посмотреть очень много смазов. Почему? Потому что когда рука привыкает к стабилизатору хорошему, у тебя на смартфонах с не очень хорошим стабилизатором начинаются проблемы. Если вы привыкли к среднебюджетным устройствам низкого ценового сегмента, а это среднебюджет низкого ценового сегмента, все-таки 20 тысяч рублей, это не какой-то супер-мега высокой стоимости девайс, то у вас все будет хорошо, у вас таких смазов будет меньше, чем у меня. Но это еще учитывая, что я поудалял много перед тем, как вам показывать. Но вот это вот все мольберты, согласитесь, недостаточное освещение и непонятно, как он фотографирует. При том, что экспозицию вручную не выставлялась, Sony выставлял, и некоторые фотографии можно считать очень удачными, некоторые фотографии можно считать максимально неудачными, притом в довольно лояльных для него условиях. То есть здесь у нас рассеянный свет, никаких прямых солнечных лучей тебе ничего не мешает, но нет ощущения того, что можно назвать этот смартфон камерафоном. Во всяком случае, фото. Талка 4К 30 FPS, и первая эмоция от смартфона, что он безумно тормозит с одной стороны, с другой стороны, что постобработка фотографий просто бомба. И когда ты снимаешь 50 мегапикселей, я сейчас покажу. Вот там динамический диапазон, тебе кажется, что белое все, а по факту после постобработки он показывает все. То есть прям смарт прям супер в этом смысле. Говорю, все-таки Samsung это про съемку. Хотя очень многие ругаются, особенно фанаты и те, кто покупают, что я говорю, что они тормознутые. Друзья, купите Realme GT, допустим, Neo 6, который тот же самый GT 6, и посмотрите, как должен работать смартфон в плане скорости обработки всего. Кстати, да, за эти деньги он будет лучше. Ну вот все испортил. Но есть 20-й банд здесь, а там нет. 4К 30 FPS, если не сравнивать, будет выглядеть вот так. Но лучше снимать в 1080p 60. Хотя фронталка, переключение это всегда удобно у Samsung, хоть он и слова теряет. Вот теперь Full HD 60 FPS. Все равно как-то картинка дышит. И все равно какой-то пропуск кадров. По мне. Может быть, мне так кажется. Может быть, нет. Но вот есть у меня ощущение, что он пропускает кадры. Надеюсь, что в записи будет как-то по-другому. Очень надеюсь на это. И здесь зум максимальный, тоже X10. Ну, стаб нулевой во время этого. Ультраширик 1080p 30 FPS. И классно, что можно снимать на Full HD 60 FPS, на фронталку и на основу. И напоминаю, что даже в Realme GT 6 глобальном так делать нельзя. Это прям круто. Круто.
Ну что, очередные покатушки, 4К 30 FPS, вечер, но источники освещения еще пока не мучают, хотя света не так и много. И в целом, по мне, если ехать и снимать, то смартфон справляется неплохо. Во всяком случае, одним глазом кашу на то, что он снимает, и снимает он хорошо. Так, разумеется, не дело, но повторяю, что если вы вдруг захотите кататься и что-то там снимать в режиме реального времени, это очень плохо, но картинка будет вот примерно такой на C55. Очень-очень-очень похожа съемка вообще на все Samsung. Чем мне нравятся Samsung, да, какие-то из них фризят, но цветопередача очень-очень-очень хороша. То есть вы видите то, что вижу я. А хотите вы потом красить или нет, это, как говорится, решать уже вам. Вот и все. 4К 30 FPS, съемка с двух рук, и вот так сможете снимать еду. Допустим, чай. Это все будет выглядеть. Телефон запускается безумно почему-то, потому что процессор тормозит. Но фудблогинг он такой. Еда, 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 еда. Сам всегда хорошо снимает. Вот всегда. Напишите мне кто-нибудь, что вот за эти деньги кто-то лучше снимает. Мне интересно, по вашему мнению, кто-то лучше снимает за эти деньги. И вот так еда поближе. Это, кстати, сетка таких рестиков. Кофе, разумеется, 4К 30 FPS. Он уже начал кипеть, но я его снял. Это не по фэншую, но для видео самое то. Опа, опа, опа. Вот так не делаем. Ну и как я люблю повторять, когда ты не сравниваешь, вот 4К 30 FPS, и вроде бы, если остановиться, и фризов нет, и шумы не такие космос. Но достаточно посмотреть сравнение с пикселем, и все встает на свои места. Хотя, опять же, стоимость не такая космически разная. Хотя у пикселя сильный момент, это как раз съемка. И все. И все. Хотя у Samsung то же самое, по большому счету. То есть это вещь все равно, которая тормозит за свои деньги. И какие-нибудь там Realme 6 SE или Neo 6 чуть-чуть дороже. Они будут его в одну калитку просто ушатывать. Не думали, что я вернусь сюда ночью? Я тоже не думал, что из-за Samsung я поеду. Но я поехал, потому что значения должны быть одинаковые во всех роликах. Тем более сам, в принципе, ведет себя неплохо. Но вот так вы сможете снимать ночью. Конечно, я смотрю, как он работает со светом. Я не знаю, как он это дело обработает. Потому что если вы видите то, что вижу я сейчас, то это ближе к дешману, конечно. Но не факт. Вот как с фотками. У него ужасные фотографии, пока ты их не загружаешь на компьютер. На компьютере они более чем потребные. И вот мне кажется, то же самое с видео. Я когда смотрел видео, я все-таки видел день, там сложно было понять. Вот сейчас ночные фото-видео будет уже яснее. Немного съемки в лифте, 4К 30 FPS. И вот так вы сможете себя снимать на Samsung. В магазине снимать, кроме мороженки, ничего. Вот так сможете снимать в магазине. Только что накидал такого мороженого. Нажаем на 2.6. И орехи. Вот так это все будет выглядеть, если будете это дело снимать. $260 за Риверспорт. Минусы. Нет 45-ваттного зарядника в комплекте, а обычной зарядкой он заряжается за бодрых 2 часа. В играх уходит 30% заряда, через 20 минут он начинает подтормаживать. Нет беспроводной реверсивной зарядки. Повторяюсь, что в Genshin Impact в него не поиграешь. При игре в тот же PUBG New State 90 FPS он не держит. Перегревается через 20 минут до такой степени, что у тебя экран становится 43-градусным. И не надо мне писать про 66 градусов у процессора, это норма. А вот у экрана 43 это прям очень много. Почему? Потому
что пластиковая рамка и тыльная часть не продуманы и не отводят тепло. И в итоге у вас получается самый нагревающий элемент в смартфоне — это экран. Притом в Diablo играть довольно было комфортно, под Genshin это дело не рассчитано. 10-15 минут поиграйте. Bluetooth старенький, кодеков мало, нет ИК-порта, старенький Type-C, большие рамки, наличие подбородка у экрана. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, ему личный телеграм-канал по ссылкам в описании. И цена — это один из огромных плюсов данного устройства, я считаю. Не зря они на рынок Китая вышли. Резюмировать я бы хотел долго, мучительно и, как всегда, издалека. Надеюсь, что вы подпишетесь на канал с колоколом, потому что последнее время я очень много теряю в плане при покупке смартфона и дальнейшем тестировании. Вы это видите? Да, он утонул, и я не думаю, что я его реанимирую. Vivo X100S и теперь этот с IP67. Да, они достали уже просто. Вот я надеюсь, что кто-то их засудит. Но не об этом рассказ. Вдруг вы решили C55 купить, и вам все равно, что он не выдерживает вообще никаких там IP67 и даже IP65, потому что нормальный IP65 такие утопления выдерживает спокойно. В этом случае, что я могу вам сказать? Вы можете благополучным образом обратить внимание на то, что это китайская версия смартфона. Что это значит? Хотя бенды здесь все есть, допустим, у вас умные часы глобальные, они не будут коннектиться к нему, если самсунговские. Если говорить про какие-то другие вещи, зарядка и правда долгая. То есть покупать отдельно 45-ваттную — это вопрос дня. По поводу видео и фото все максимально субъективно. Вам может дело это нравиться, может не нравиться. Но здесь, как говорится, все зависит от вас. Эти 500 тысяч баллов Antutu, которые я вижу здесь, они не такие же, как, допустим, в Oppo K11s X. Я показывал на канале для стримов, до какой степени огромнейшая разница, к сожалению, между этими устройствами. И ПО лагает. То есть Samsung делает этот процессор, к сожалению, на своих мощностях. Как он это делает? Делает он это плохо. Играть невозможно, если вы фанат Samsung, хотите вы его приобрести, стоит или нет, однозначно за 20-ку волшебный вариант. Но я веду несколько телеграм-каналов, вижу ценники, и тот же Realme, допустим, 6SE за 22 тысячи, он его рвет. Тот же Poco X6 Pro то же самое. По поводу датчика приближения пишут, что в А-серии и С-серии они виртуальные. Но у меня есть ощущение, что он физический. В принципе, фаната устроит полностью. По поводу запаса на 2 года вам его хватит. По поводу ощущений тактильных удобно. Если говорить про какие-то особенности в игры, ну можно поиграть минут 20. Притом спокойно, но лучше аккуратно, или может сгореть. Помним, что китайский смартфон — это особенности с гарантией. Помним, что китайский смарт, вот видите, IP67 и все, его можно уже на мусорку, потому что никакой гарантии и страховки для этого дела у меня нет. Линзы запотели. Миссия моего обзора выполнена. Я вам о нем рассказал, об этом смартфоне. Бояться влаги, в 20-ник покупать, без сарказма. Вот даже утонул, все равно за 20 тысяч. Отличный вариант, особенно для тех, кто знает, что такое Samsung. Для тех, кто не знает, есть Poco X6 Pro, есть Realme 6SE и еще очень много разных вариантов. Старайтесь разобраться, в 20 тысяч, правда, можно купить почти бриллиант, который будет закрывать все ваши потребности. И опять же, идеальных девайсов не бывает. Бывают разные потребности. Если вы найдете под свои потребности свою железяку, хотя бы для того, чтобы получить удовольствие, это от покупки те, кто покупают, допустим, Sony или какие-нибудь Tecno, но они получают какое-то удовольствие от этих покупок. Вот то же самое с Samsung, даже чуть-чуть лучше. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!